Для тех, кто понятия не имеет, что за автокомпенсация, я кратко поясню, как в принципе в игре работает отдача. Параметр вертикальной отдачи отвечает только за силу подброса оружия. За направление подброса же отвечают другие параметры – Recoil Angle и Recoil Dispersion. Recoil Angle – это константа, постоянный увод. Recoil Dispersion же – плавающее число в районе заданных границ. Чем Recoil Dispersion больше, тем более хаотичным становится направление подброса. Ну и соответственно именно из-за этого параметра оружие подкидывает в разном направлении при каждом новом выстреле. Автокомпенсация же – это скорость возврата оружия к исходной точке после выстрела. Параметр этот называется Convergence. И для большей наглядности я покажу, как отдача в Таркове работала бы без него. Происходит так из-за подброса камеры. А вернее даже из-за Convergence этой самой камеры, которая, видимо, захардкожена. По крайней мере, отключить ее просто у меня так и не вышло. Вот и выходит, что оружие в исходную точку не возвращается, а камера вполне себе возвращается. Ну да ладно, этот технический аспект на данный момент можно проигнорировать. Меня же больше интересует геймплейная сторона системы с Convergence, а именно геймплейные проблемы, которые она вызывает. Дело в том, что Convergence действует на каждый выстрел, но при автоматическом огне скорострельность настолько высока, что Convergence от первого выстрела все еще не успевает доработать, а уже происходит второй. На видео прекрасно видно, как это работает. За то время, пока калаш слева опускался до исходной точки, калаш справа успел совершить 4 выстрела. Получается, что после второго выстрела ствол в исходную точку возвращают сразу две Convergence. Полная от второго выстрела и недоработанная от первого. На третий выстрел действует уже сразу 3 силы. Ну а потом сила от первого Convergence заканчивается и оружие стабилизируется в одной точке. Разве что его коматозит по бокам из-за Recoil Dispersion. Я не могу сказать, что подобная система плоха сама по себе. Но на мой взгляд Таркову она не подходит. Причины я вижу две. Первое – это, скажем так, странная кривая эффективности между разными способами стрельбы. Если проанализировать полный спрей с какого-нибудь одного автомата, мы получим примерно вот такой график. Максимально эффективен одиночный режим огня и длинные очереди. Собственно, подавляющее большинство игроков так и стреляет. Я далеко не самый большой любитель говорить о реализме, но конкретно в этом случае аргумент актуален. Дело в том, что даже сами разработчики во время изменений патча 12.12 в некотором роде шли к реализму. Макдампы в реальности далеко не самый ультимативный метод ведения огня. Вот их и порезали. Да так, что стрелять одиночкой во многих ситуациях правда стало более эффективно, чем зажимать. И это вроде как реалистично. С другой же стороны, подброс оружия в большинстве случаев стал совершенно нереалистичным. Да и проблемы с короткими очередями это изменение совершенно не решило. Вот и получается, что очереди из 2, 3, 4 выстрелов игрой никак не поощряются. Наоборот, именно на них приходится самый сложный этап в контроле отдачи. Самый сложный, но, что более важно, единственный. И тут мы плавно переходим ко второй проблеме. Такая система отдачи практически никак не поощряет скилл игрока. Опять же, единственная возможность игрока повлиять на спрей приходится на первые выстрелы, которые в свою очередь в большинстве ситуаций улетают в какую-то жопу. Также в такой системе не успевает раскрыться параметр Recoil Angle, и от этого поведение оружия кажется примерно одинаковым на всех образцах. На мой взгляд, лучший вариант решения обоих проблем – это отказ от концепции автокомпенсации. Естественно, в такой системе придется переработать камеру, иначе, как я уже показывал, будет происходить отвал жопы. Систему без конвергенции можно наблюдать в Sandstorm. Отдачу здесь приходится контролировать постоянно. И вместе с этим сама отдача в игре достаточно низкая. На мой взгляд, местами даже чересчур, но об этом позже. Играя в инсу, я находил себя на мысли, что использую как стрельбу одиночными, так и стрельбу короткими и длинными очередями. Здесь нет откровенно слабого режима стрельбы. Та же бёрстовая М16 здесь играется достаточно бодренько, в отличие от какого-нибудь бёрстового МП5 из Таркова. Однако есть в отдаче инсы один момент, который меня не устраивает. Игра не запрещает тебе стрелять короткими или одиночкой, однако в то же время она не то чтобы сильно карает макдампы на дальней дистанции. Вернее, на мой взгляд, она вообще их не карает. Отдачу контролировать в Insurgency достаточно просто на протяжении всего зажима. Следовательно, научившись это делать, можно спокойно зажимать на любые дистанции. Учитывая, что в Таркове ТТК гораздо более долгий, чем в инсе, перенос исключительно такой системы отдачи не сильно повлияет на паттерн стрельбы игроков. Ты его затыкал? Следовательно, нужно внести еще кое-какие правки.
На удивление, систему, где и эта проблема решена, я обнаружил в Сталкере с одним олдскульным модом. Недавно я в очередной раз перепроходил старенький Арсенал и обратил внимание на то, как в нем реализована отдача. Я понял, что основным моим инструментом были очереди по 2-3 выстрела. Такой режим ведения огня был эффективен на большинстве дистанций. И нет, не потому что я экономил патроны. Патронов как раз таки было море. Дело в самой отдаче. Здесь она устроена так, что после каждого выстрела по сути увеличивается. Как горизонтально, так и вертикально. И если на первых 3-5 выстрелов отдача контролируется нормально, то дальше держать оружие на точке прицеливания становится гораздо сложнее. Соответственно, магдампы, как способ нанести самый большой урон за короткий промежуток времени, остаются эффективным инструментом для ближней дистанции. Но вот на средней дистанции, даже при стрельбе не в голову, гораздо эффективнее накидать двойками или тройками. К чему мы приходим? В Таркове подобная система может выглядеть вот так. С каждым выстрелом отдача увеличивается ровно на 5 единиц. Соответственно, контролировать каждый последующий выстрел труднее, чем предыдущий. Однако при желании систему можно и усложнить. Отдача может увеличиваться не на постоянное значение, а, к примеру, умножаться на какой-то коэффициент. И тогда график будет выглядеть как-то так. Однако в случае умножения следует быть более аккуратным. Видите ли, я взял коэффициент 1 и 2. И если на первых выстрелах отдача увеличивалась, на мой взгляд, адекватно, то вот 200 отдачи на 10-м выстреле видится мне чем-то страшным. Впрочем, я попробовал и другой коэффициент, уже 1.05. С ним ситуация уже не выглядит такой стрёмной. Однако сразу скажу, что в рамках такой системы желательно обозначить границы, после которых отдача уже не увеличивается. Потому что иначе на тех же барабанах мы все равно придем к каким-то запредельным значениям. Также на такие графики может лечь и параметр Recoil Dispersion. Однако в любом случае все это дело нужно тестировать, а инструментария для тестов у меня, к сожалению, нет. В итоге мы получаем: каждый выстрел требует контроля отдачи, а значит система стала более скиллозависима. Магдампы более не являются самым эффективным режимом огня на все дистанции, а следовательно и нужды в бешеном подбросе оружия больше нет. Значит, отдачу как минимум первых выстрелов можно сильно снизить. Получается такой вот своеобразный реализм. В этот раз видео получилось покороче. И скорее всего оно последнее про отдачу, по крайней мере на данный момент. Больше мне по этой теме вроде как сказать нечего. Ждем реворка и понадеемся, что он исправит обозначенные мною проблемы. И да, если не видели, гляньте предыдущий видос. Я так-то вложил в него кучу времени и сил, а он собрал меньше всего остального на канале. Хотелось бы отдать какого-то движу, что ли.